Social Security пособие на семью. Когда вы начнете получать пенсионные пособия или пособия по инвалидности Social Security, члены вашей семьи также могут соответствовать критериям получения пособий. Например, ваш супруг может получать пособие, если он в возрасте 62 лет или старше. Он осуществляет уход за вашим ребенком, который должен быть младше 16 лет или иметь инвалидность и иметь право на пособие Social Security на основании вашего заработка. Это правило распространяется на лиц любого возраста. Пособие также может выплачиваться вашим детям, не состоящим в браке, если они младше 18 лет. В возрасте от 18 до 19 лет, но учатся в начальной или средней школе в течение полного учебного дня. В возрасте 18 лет или старше имеют инвалидность, инвалидность должна наступить до достижения возраста 22 лет. При определенных обстоятельствах пособие может выплачиваться приемным детям, внукам, приемным внукам или усыновленным детям. Если у вас появился ребенок после того, как вы стали получать пособие, сообщите нам об этом, чтобы мы смогли установить, соответствует ли ребенок критериям получения пособия. Какую сумму могут получать члены семьи? Каждый член семьи может претендовать на получение ежемесячного пособия, сумма которого составляет до половины вашего пенсионного пособия или пособия по инвалидности. При этом установлен максимальный уровень общей суммы, которая может быть выплачена вам и вашей семье. Этот уровень может быть различным, но обычно составляет от 150 до 180% от размера вашего пенсионного пособия или пособия по инвалидности. В случае развода, если вы разведены, ваш бывший супруг может иметь право на пособие, основанное на ваших заработках. В некоторых случаях он может получать пособие, даже если вы не получаете его. Для получения права на пособие разведенный супруг должна ранее состоять в браке с вами в течение не менее 10 лет. Состоять в разводе с вами в течение не менее 2 лет, если вы еще не подавали заявление на получение пособия. Быть не моложе 62 лет. Не состоять в браке. В зависимости от обстоятельств, не иметь права и не соответствовать критериям получения пособия на основании своих заработков, размер которых равен или выше половины вашего полного пособия. Пособие в связи с потерей кормильца. После вашей смерти ваша семья может соответствовать критериям получения пособия на основании ваших заработков. Члены семьи, которые могут получать пособие, включают вдовцов, которые в возрасте 60 лет или старше, в возрасте 50 лет или старше являются инвалидами. Осуществляют уход за вашим ребенком, который младше 16 лет или имеет инвалидность и имеет право на пособие Social Security на основании вашего заработка. Это правило распространяется на лиц любого возраста. Ваши дети также могут получать пособие, если они не состоят в браке. Младше 18 лет. В возрасте от 18 до 19 лет, но учатся в начальной или средней школе в течение полного учебного дня. В возрасте 18 лет или старше имеют инвалидность, инвалидность должна наступить до достижения возраста 22 лет. Кроме того, ваши родители могут получать пособие на основании ваших заработков, если ваша материальная поддержка составляла не менее половины их содержания. Единовременная выплата после смерти. При наличии достаточного количества кредитов единовременная выплата в размере $255 также может быть сделана после смерти. Она выплачивается супругу, супруге или несовершеннолетним детям, соответствующим определенным критериям. В случае развода и смерти прежде бывшей супруга, супруги. Если вы разведены, ваш бывший супруг может соответствовать критериям получения пособия, основанного на ваших заработках, после вашей смерти. Для этого они должны отвечать следующим требованиям. Быть не моложе 60 лет, или 50 лет при наличии инвалидности, и состоять в браке с вами в течение не менее 10 лет. Осуществлять уход за ребенком соответствующим критериям получения пособия на основании ваших заработков. Это требование распространяется на лиц любого возраста. Не иметь права на получение пособия, основанного на их собственных заработках, размер которого равен или выше полного размера страхования, основанного на ваших заработках. Не состоять в браке в настоящее время, за исключением случаев повторного брака после возраста 60 лет или 50 лет при наличии инвалидности. Пособие, выплачиваемое бывшей супругу, супруге, не повлияет на размер пособия, выплачиваемого другим членам семьи на основании ваших заработков, после вашей смерти.
Примечание: если ваш бывший супруг повторно вступит в брак после достижения 60 лет, он может соответствовать критериям получения пособия Social Security на основании ваших заработков или заработков своей новой супруги, в зависимости от того, какой из них выше. Какую сумму получат ваши родные после вашей смерти? После вашей смерти члены вашей семьи получат пособие в размере определенного процента от вашего пособия Social Security, как правило, от 75 до 100% на каждого. При этом установлен максимальный уровень суммы, которая может выплачиваться семье ежемесячно. Этот уровень может быть различным, но обычно составляет от 150 до 180% от размера вашего пособия. Подача заявления на получение пособия. Заявление на получение пособия следует подать приблизительно за 4 месяца до даты, когда вы хотите начать получать пособие. Если вы еще не готовы обратиться за получением пенсионного пособия, но рассматриваете эту возможность, советуем вам посетить наш веб-сайт и воспользоваться нашим информативным инструментом планирования пенсии по адресу www.sa.gov/benefits/retirement только на английском языке. Заявление на получение пособия по инвалидности или в связи с потерей кормильца следует подать, как только вы сможете претендовать на него. Заявление на получение пособий можно подать на нашем веб-сайте по адресу www.sa.gov/benefits/retirement только на английском языке. Если у вас есть счет My Social Security, вы можете произвести оценочный расчет своих пенсионных выплат на основании разного возраста выхода на пенсию. Если у вас нет счета My Social Security, создайте его на странице www.sa.gov/account только на английском языке. Кроме того, более подробный расчет пособия можно произвести на странице www.sa.gov/benefits/calculators только на английском языке. Что требуется для подачи заявления? Когда вы подадите заявление на пособие, вас попросят предоставить ряд определенных документов. Это зависит от типа пособия, на которое вы подали заявление. Чем быстрее будут предоставлены документы, тем быстрее будет выплачено пособие. Необходимо предоставить оригиналы документов или копии документов, заверенные выдавшей их организацией. Фотокопии не принимаются. Не откладывайте подачу заявления только потому, что у вас не хватает каких-либо документов. Мы поможем вам получить их. Некоторые из документов, которые могут потребоваться для подачи заявления на пособие Social Security. Карточка Social Security или зарегистрированный номер. Свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении и номера Social Security ваших детей, если вы подаете заявление от их имени. Подтверждение наличия гражданства США или законного иммиграционного статуса, если вы или ребенок родились не в США. Свидетельство о рождении и номер Social Security вашей супруги, если он подает заявление на пособие на основании ваших заработков. Свидетельство о браке, если вы подаете заявление на пособие на основании заработков супруги или если ваш супруг подает заявление на основании ваших заработков. Документы о демобилизации, если вы служили в вооруженных силах. Последняя форма W2 или налоговая декларация для индивидуальных предпринимателей. Если вам нужно будет предоставить дополнительные документы при подаче заявления, мы сообщим вам об этом. Каким образом выплачиваются пособия? Вы должны получать выплаты Social Security электронным образом. Один из способов получения пособия – прямое депонирование на счет в финансовом учреждении. Прямое депонирование – простой и безопасный метод получения платежей. При подаче заявления необходимо иметь при себе чековую книжку или выписку по счету. Нам понадобится эта информация, а также код финансового учреждения, чтобы ваши ежемесячные выплаты направлялись на правильный счет. Если у вас нет счета в финансовом учреждении или вы предпочитаете получать пособие на предоплаченную дебетовую карту, вы можете подписаться на программу Direct Express. В программе Direct Express платежи направляются на счет карты. Еще один вариант платежа, который мы советуем вам рассмотреть, это электронный перевод средств на счет. Этот недорогой и застрахованный федеральным правительством счет обеспечивает безопасность и удобство автоматических платежей. Программа Supplemental Security Income, ESI, сокращение по-английски. Если вы имеете ограниченный доход и материальные ресурсы, имущество, возможно, программа ESI сможет помочь вам. ESI финансируется за счет общих налоговых сборов, а не за счет налогов в фонд Social Security. ESI производит ежемесячные выплаты лицам в возрасте 65 лет или старше, а также лицам с потерей зрения или инвалидностью.
При определении соответствия критериям получения ИСИ учитывается не весь ваш доход и не все материальные ресурсы. Например, машина и дом не учитываются в качестве ресурсов. Чтобы подать заявление на пособие ИСИ, можно начать с заполнения заявления, а в некоторых случаях и заполнить большую часть заявления в онлайновом режиме на веб-сайте www.sa.gov Apply for Benefits только на английском языке. Можно также позвонить нам по номеру бесплатной связи 1-800-772-1213, чтобы назначить прием с представителем местного отделения Social Security. Право на обжалование. Если вы не согласны с решением, принятым по вашему заявлению, вы можете обжаловать его. Вы можете самостоятельно подать обжалование, воспользовавшись бесплатной помощью Social Security, или вы можете выбрать представителя, который окажет вам помощь. Мы можем предоставить вам информацию об организациях, которые могут помочь вам найти представителя. Для получения дополнительной информации о процессе обжалования и о выборе представителя смотри. Право на обжалование решения, принятого по вашему заявлению, документ номер РУ-05-10058. Онлайновый счет My Social Security. Теперь можно легко создать защищенный онлайновый счет My Social Security, чтобы иметь доступ к декларациям Social Security, проверять размер заработков и предположительный размер пособия. Вы также, возможно, сможете воспользоваться онлайновым счетом My Social Security, чтобы запросить новую карточку Social Security. Услуга предоставляется в некоторых штатах и в округе Колумбия. Если вы получаете пособие в настоящее время, вы можете также получить письмо подтверждения начисления пособия, изменить свой адрес и номер телефона, запросить замену карточки Medicare, получить новую форму СА-1099 или СА-1042С для уплаты налогов, оформить или изменить прямое депонирование, отказаться от получения по почте уведомлений, доступных в интернете, сообщать свои заработки, если вы работаете и получаете пособие по инвалидности Social Security, пособие Supplemental Security Income, ИСИ, или и то, и другое. Счет My Social Security могут создать лица в возрасте 18 лет или старше, имеющие номер Social Security, действительный адрес электронной почты и почтовый адрес в США. Чтобы создать счет, перейдите по ссылке www.sa.gov только на английском языке. Вам потребуется предоставить некоторые персональные данные для подтверждения вашей личности, а затем выбрать имя пользователя и пароль.